Друзья, привет! Вы на канале о жизни и бизнесе в Польше. На связи Виталий. Я 8 лет живу в Польше и помогаю предпринимателям развивать их бизнесы. Это видео будет очень полезно предпринимателям, которые открывают свою первую фирму, у которой не было опыта ведения именно бизнеса, не предпринимательства, не частного предпринимательства, а именно фирмы в других странах. И вы прям сразу же с места в карьер запрыгнули в Польшу, запрыгнули в спілку ЗОО, общество с ограниченной ответственностью, ТОВКа, да, именно в Польше. Так вот, я собрал список из 10 пунктов, которые вам важно знать, если это ваша первая фирма. Пунктов 10, они очень интересные, разнообразные. Готовьте себе чаек, кофеек, ну и погнали обсуждать. Итак, пункт номер 1. Вам нужно выделять время на управление фирмой. Есть 3 области контроля, это финансы, ну их на самом деле больше, но 3 таких главных, да, я смотрю по большинству. Это финансы, это люди и это бумажки. Так вот, очень часто человек, начиная бизнес, он думает, что все, ну основное это там продажи, ну там какие-то организовать процессы, аренда там чего-то, хоп-хоп, погнал. Важно вот иметь у себя в мозгу там чуть-чуть времени, в своем календаре чуть-чуть времени, либо иметь специального там помощника, ассистента какого-нибудь, который будет заниматься бумажками. То есть, если у вас фирма в Польше, то в принципе у вас ну, как бы, полная финансовая отчетность, ну или там в принципе фирма, не обязательно в Польше, вам нужно выделять именно время осознанно на бухгалтерию и на работу с документами. Второе, что важно понимать, у вас теперь полная финансовая отчетность. И это вкрайне отличается от того, что было у вас ранее в предпринимательстве. То есть недостаточно теперь просто ввести учет всех своих доходов и расходов. Вам теперь, то есть каждая транзакция, которая у вас будет проводиться, вам нужно ее защищать какими-то документами, подкреплять какую-то бумажку. В общем, бухгалтерии в полной финансовой отчетности и в фирме намного-намного больше, чем у частного предпринимателя. Третий пункт, который вам важно понимать, это отчетный и налоговый календарь. Это такое условное понятие, но в целом каждый месяц и там каждый год есть определенные даты, либо там число месяцев, в которых нужно высылать какие-то отчеты и платить налоги. Допустим, в Польше там, обычно до 5 числа бухгалтерия, до 5, до 10 числа бухгалтерия просит, чтобы вы выслали все бумажки. До 15 числа платится ЗУС налог, до 20 числа платится ЦИТ и ПИТ налог, до 25 числа платится ВАТ налог. И ну, как бы эти даты могут сдвигаться, да, там, потом есть годовой финансовый отчет на фирму, есть личный финансовый отчет, ПИТ-37, например. Вот. И вот это все в рамках месяца и в рамках года есть определенные даты, которые нужно соблюдать. Поэтому понятие, вот у нас тут ребята напротив меня работают, и я смотрю, у девочки-менеджера прямо вот на стене вот такими большими буквами написаны даты. До 10 числа заплатить зарплаты, до 15 числа заплатить ЗУС, там, до 20 числа и так далее, и так далее. Прям большими буквами написано. Теперь в вашей жизни появляется понятие налогового и отчетного календаря. Пункт номер 4 – это контрагенты. У любой фирмы обычно есть ну, как минимум 3 таких, скажем так, бизнес-партнера, контрагента, с которыми она работает. С которыми желательно, чтобы у вас были договора, желательно ручками подписанные и была налажена работа. Первый – это, конечно же, юрадрес. То есть прямо при регистрации фирмы вам нужно уже как бы понимать, где вы будете хоститься, то есть где у вас будет физический офис, виртуальный офис. Неважно, важно, чтобы он был. Второй партнер – это ваша бухгалтерия. То есть бухгалтерия обычно просто для малых бизнесов это подрядная организация, но тем не менее это может быть и человек на ставке. Но тем не менее это очень важный второй ваш контрагент. Третий это банк, потому что финансовые операции, хотите сделать большой какой-то перевод за границу, его могут заблокировать, вам нужно будет с ним общаться, с банкиром рассказывать, куда этот платеж идет, и нужно, чтобы вам не позвонили аферисты, чтобы вы не раскрыли личных данных, чтобы у вас, в общем, деньги просто так не списали. В общем, банкир должен быть, вам нужно иметь его контакт, и это третий ваш очень хороший, важный контрагент в начале бизнеса. Пункт номер 5 – это понимание, что все проверяют надежность фирмы. То есть, как вы понимаете, фирма – это как отдельная субстанция, да, то есть отдельное существо, отдельное лицо, скажем так, интересы которого там представляют физлица, но это отдельное лицо. И оно виртуальное, это не так, как у частного предпринимателя. Да? Там знают, там, Вася, он живет там-то, там все его знают, ему доверяют и так далее. Нет, тут появилось новое существо в виде спілка X, скажем так, да, и у него еще нет доверия.
Как проверить, реальная она, нереальная. Благо в Польше есть открытые базы данных, открытые реестры, и вы любого своего контрагента можете проверить, если у вас есть данные компании, там название хотя бы, да, вы можете зайти в этот реестр, посмотреть, какие физлица за этой фирмой стоят, вы можете проверить, реально ли эта компания или нет, или фейк. Очень много реестров. Реестр интеллектуальной собственности, там, где можно проверить торговую марку, реестр фирм, реестр бенефициаров, кто стоит за этой фирмой, реестр плательщиков ВАТ. В этом же реестре официальные номера банковских счетов, потому что вам же могут выставить счет от правильной фирмы, но левый счет, который не принадлежит этой фирме. В общем, вот это все можно проверить, и ваши контрагенты будут тоже вас так проверять. Шестой инсайт, если это ваша первая фирма, это понимание, кто несет ответственность за фирму. Так вот, ответственность за фирму несут члены правления, не собственники, потому что собственники рискуют всем капиталом, а именно члены правления, либо президент правления, если он там один. Да? То есть человек, который взял на себя ответственность управлять этой фирмой. Соответственно, все штрафы, все вопросы, они будут лететь ему. Пункт номер 7 – это понятие разрешений. То есть в фирме, из-за того, что это отдельная субстанция, нужно иметь разрешение. То есть разрешение на трудоустройство иностранцев в Польше, разрешение на какие-то виды лицензированной деятельности, там, адвокатская, агенция працы, там, лицензия транспортная, допустим. То есть очень много видов разрешений на продажу каких-то товаров, на выполнение каких-то услуг. И вам теперь придется бороться за то, чтобы получить определенные разрешения, которые вам нужны. Пункт номер 8. Важно понимать, что фирму так просто не остановить. Это частное предпринимательство, можно буквально там на коленке открыть, и на коленке поменять виды деятельности и также легко там закрыть. Да? С фирмой все немного сложнее. На тему закрытия фирмы у нас есть отдельное видео, здесь сейчас сверху всплывет подсказочка, но важно понимать, что фирму вот так вот одним днем вы не остановите. Пункт номер 9, и это польский язык. Это пункт специально для Польши, да, с остальной Европой будет английский язык, там, либо немецкий, либо французский, но в Польше надо знать польский. И если у вас на фирме нет ни одного человека, кто знает польский и может общаться с вашими контрагентами, вам будет очень тяжело. I don't know what he's talking about, but for sure he's smart, right? Not smarter than you, but thank you. Последний пункт на сегодня – это работа с безналом, с безналичными расчетами и вообще, в принципе, транзакции. Теперь на фирме у вас не просто транзакция, это просто денежный перевод. Это денежный перевод плюс какая-то закрывающая бумажка к нему. Инвойс, фактура, договор, какая-то пояснительная, какая-то бумажка, для чего этот нужен перевод, то есть как этот перевод связан с фирмой. Вот. И в целом это понимание, что фирмы, то есть правительство, они очень любят, чтобы вы платили по безналу, потому что эти транзакции легко отследить, контролировать, и очень не любят, когда вы платите наличными. Друзья, спасибо за просмотр, это все пункты на сегодня, но далеко не все инсайты для начинающих предпринимателей. Если вам есть что добавить, делитесь вашими комментариями, опасениями, инсайдами, собственно, снизу под этим видео. А новые владельцы фирм, мы вас поздравляем, теперь вы более осознанно идете в сторону предпринимательства.